наблюдаем Каш с высоты птичьего полета. Правда, он прекрасен? Но сейчас нас ждут другие, еще круче виды. Мы сейчас пойдем на Ликийскую тропу. Мы заберемся вон на ту пещеру, а также поднимемся дальше к тому флагу. Вас ждут головокружительные виды. На город Каш и Средиземное море. Погнали! Мы находимся в середине Ликийской тропы. Протяженностью она очень много километров. Мы, конечно, ее все не пройдем, но сегодня мы захватим один из самых красивейших кусочков этой тропы. На всей Ликийской тропе есть вот такие вот метки, которые показывают путникам правильное направление и убеждают их, что они не сбились с маршрута. Мы такие метки будем встречать еще не раз. Только что мы были там внизу, и вот мы уже выше. Горы, Каш, все по-прежнему прекрасно. Очередная метка говорит нам о том, что мы идем все-таки в правильном направлении. Идем дальше. Ликийская тропа считается одной из красивейших пешеходных троп для туристов. Временами мы будем смотреть с этой тропинки в сторону моря, где открываются прекрасные виды. Вот эти вот сосны, шишки, пихты, ели, то это очень напоминает российскую глубинку. Однако, если посмотреть чуть левее, то это, конечно, совсем уже не Россия. Ликийская тропа усеяна древними артефактами. То, что мы сейчас наблюдаем, не самое красивое, однако это какой-то явно колодец, по крайней мере, был когда-то. Давайте попробуем к нему подойти поближе. Это действительно оказался некий колодец, в котором не видно дна. Давайте попробуем кинуть туда камень и послушаем, как долго он будет лететь. Ой, по-моему, он улетел куда-то туда дальше. Пойдемте-ка отсюда, как бы оттуда кто не вылез. С каждым метром тропа становится все круче и круче. И я думаю, пора уже потихонечку снимать с себя лишнюю одежду, чтобы было комфортнее подниматься. Вот эти метки, о которых я говорил, они здесь везде. Заблудиться очень сложно. На Ликийской тропе также можно встретить других туристов. Это явно русские. Нет, оказалось турки. Мы приближаемся к отвесным скалам. Скоро мы посетим пещеры Ликийской тропы. Идем дальше. Обратите внимание, какая красивая тропинка. По скалистому предгорью мы с вами идем все выше и выше. Все выше и выше и выше. Промежуточная наша точка вон в той пещере. Скоро мы будем там. Кстати, в Турции очень много кабанов, которые бегают здесь везде. Благо, они боятся людей тоже, как и люди их. Поэтому в целом не опасны, если только они от страха не побегут в вашу сторону. Ну а если побегут в вашу сторону, то на вашем месте я бы не стоял у них на пути. Бегите, уворачивайтесь.
вот мы, наконец, добрались до нашей промежуточной точки нашего путешествия. Это некая пещера в скале горного хребта. Пещера это, конечно, нельзя назвать. Скорее углубление, которое пользуется большой популярностью у туристов. Добрались мы, наконец, до этого прекраснейшего места. Конкретно на этом месте я сижу уже 3-й раз в жизни. Первый раз я сидел примерно год назад. И уже тогда влюбился в этот город, в это море, в это солнце, в эти скалы. Говорят, увидеть Париж и умереть. Париж я, конечно, не видел, но увидев это, не страшно уже и умереть. Приезжайте на Ликийскую тропу, здесь красиво. Ну что ж, спасибо этому дому, пойдем к следующему дому. А точнее, нас еще ждет восхождение к флагу. Хорошо бродить по свету, с карамелькой за щекою, а еще одну для друга иметь с собою. Вон этот флаг, к которому мы идем. На пути мы встречаем еще одну пещеру, которая намного больше похожа на пещеру, чем то, что было до этого. Смотрите, как там темно и страшно. Попробуем туда сходить. Кажется, что вот-вот оттуда вылезет какой-нибудь медведь или еще какой-нибудь вервольф. Жуткое место. Однако будем надеяться, что здесь уж точно никого нет, ибо это все-таки достаточно туристическое место. И пока еще нам никто не говорил, что здесь кто-то пропадал. Здесь пещера заканчивается. Она не очень глубокая, но в ней, прямо скажем, можно жить, если негде жить. ВНЖ нам не дали. Если купить спальник, палатку, то вполне хорошее место с прекраснейшим видом. Не находите? Если я здесь решу жить, то обязательно об этом запишу следующее видео. Тропа становится все более и более каменистее. Мы почти на самой вершине. Остается сделать последний рывок. Вот видите, там как раз развивается флаг. Конечная точка нашего путешествия. Хотя нам еще потом вниз придется спускаться. Погнали! Осталось совсем чуть-чуть. Это, конечно, самая приятная такая туристическая прогулочка по горам. Лазать никуда не надо, падать никуда не надо. Прекрасная тропинка, смотрите. Просто рай. Такую тропинку можно и к дому себе сделать из камушков. Можно сказать, ступенечки прям. И представляете, по этой тропе тысячелетиями ходили люди, ликийцы, турки. Кто только не ходил. Они вот так вот шли со своими тюками, навьюченные товаром, потом останавливались, смотрели вдаль. Говорили, как же красиво все. Но нужно идти дальше, вперед, торговать. И они шли дальше. Наверное, у них были такие ослы, мулы навьюченные. Они шли и шли, шли и шли. Не все, наверное, доходили. Но те, кто доходили, получали свой джекпот. Продавали свой товар, а потом еще шли обратно с товаром уже другим, который не было в тех краях. Ляпота. Как говорили у нас на Древней Руси.
Метка говорит о том, что мы на правильном пути. И, собственно, за этим отвесным камнем нас ждет тот долгожданный турецкий флаг, к которому мы изначально решили дойти. Прошу за мной. Мы у финиша. Do you speak English? Parlez français? Или по-русски? Вообще ничего не говорит. Эти турки, они говорят на каком-то англо-турецком, блин. А также англо-турецко-русском. Хрен поймешь. Нет, я еще не допизделся. Все в порядке. Как раз сейчас мы будем рассказывать об этом колодце, который использовали ликийцы для того, чтобы хранить там воду. Сейчас его используют современники наши для того, чтобы хранить там мусор. Колодцев у нас здесь мы видим 2. Ну а главное то, ради чего мы сюда шли, это также вот этот вот прекраснейший вид. Как там пел известный исполнитель король и шут, разбежавшись, прыгнув со скалы. Если это и делать, то делать именно здесь. Здесь это будет наиболее красиво. Ну, пока летишь вниз, потом будет не очень. В этой верхней точке мира мы заканчиваем сегодняшнее наше путешествие. Мы добрались сюда. Цель достигнута. Такое умиротворение сейчас, что очередная цель достигнута. Немножечко печально. Но мы будем ставить новые цели. Прыгать дальше, выше, ходить дольше. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на меня, жмите колокольчик, ну и все такое. Спасибо, что были со мной сегодня.